Привет, друзья! Сегодня в Германии и мире все следят за встречей, которая способна повлиять на глобальный баланс. Дональд Трамп и Си Цзиньпинь готовятся к переговорам, от результатов которых зависит не только экономика, но и технологическое развитие целых регионов. Тем временем в Германии министр экономики Свен Шульце предложил обязать трудоспособных просителей убежища работать на благо общества. Инициатива, вызвавшая жаркие споры в самом Берлине. Но в то время как немецкая промышленность считает убытки, Mercedes-Benz неожиданно теряет прибыль, но уверяет инвесторов, что кризис под контролем. На энергетическом рынке парадокс. Массовая установка солнечных панелей снижает цены на электричество, но власти хотят урезать субсидии. Почему? В Париже громкий скандал в Лувре, украденные ювелирные сокровища Наполеона, и полиция признает ошибки в системе охраны. А в немецком районе Бад-Дюркхайма обсуждали необычную идею – сделать Дональда Трампа почетным гражданином, но чем все это закончилось, удивило даже самих инициаторов. Все это и многое другое разберу прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе самых интересных событий последнего часа. Итак, соперничество между Соединенными Штатами Америки и Китаем переходит в новую фазу. В преддверии встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня аналитики говорят о расчетливости и эффективности китайской стратегии и отмечают, что сейчас решается больше, чем просто торговые вопросы. Пекин укрепляет свое влияние в ключевых отраслях, от производства полупроводников до контроля над критически важными редкоземельными элементами. Под прикрытием мягкой силы Китай заявляет о модели глобального лидерства, основанной на технологическом превосходстве и инвестициях по всему миру. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, воспринимают эту ситуацию как вызов для собственной безопасности и стремятся укрепить свои позиции. Трамп перед встречей смягчил свою риторику, заявив, что обе стороны способны договориться, но остается вопрос, будет ли это реальный компромисс или поверхностная декларация. Встреча между Трампом и Си может стать той точкой поворота в международном балансе, и ее формат будет сигналом, готовы ли Соединенные Штаты Америки к стратегическому диалогу или к новой фазе конфронтации. Следующая новость, одна из самых важных для экономики Германии. В земле Саксония-Анхальт, лидер местной партии Христианско-демократический союз ХДС и министр экономики Свен Шульце выдвинул спорное предложение. Внимание! Обязать трудоспособных просителей убежища к выполнению общественно полезной работы. По его словам, такое правило должно действовать повсеместно на территории каждой земли. Цитата: «Каждый должен внести вклад в развитие общества», заявил Шульце в одном из интервью. Он уже ведет консультации с окружными властями с целью внедрить эту норму на муниципальном уровне. Подобные меры уже действуют в отдельных регионах Тюрингии, где местные округа ввели обязательную работу для просителей убежища при проживании в общежитиях. Однако там они сталкиваются с юридическими и этическими спорами, особенно по поводу справедливости компенсации и условий труда. Шульце рассматривает эту инициативу не как наказание, а как инструмент интеграции и признания со стороны общества. По его мнению, участие в общественной работе может помочь просителям убежища обрести уважение и ощущение причастности. Его предложение уже вызвало критику со стороны представителей правозащитных групп и политиков, которые предупреждают о риске формы принуждения и нарушения прав. В ближайшее время ХДС, Христианско-демократический союз, намерен представить детальный законодательный план, а также обсудить механизмы контроля, компенсации и правовой основы таких обязательств. Следующая новость связана с реальной картиной происходящего для немецких автопроизводителей. В третьем квартале компания Mercedes-Benz показала снижение прибыли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Однако руководство уверено, трудности временные, и компания сохраняет уверенность в будущем. Генеральный директор Ола Келлениус подтвердил прогноз на весь год и отметил, что даже в условиях сложной экономической ситуации квартал показал стабильность. Наиболее заметно это проявилось в сегменте S-класса, который успешно продается в Китае и остается символом качества и статуса бренда. Mercedes также объявил программу обратного выкупа акций на сумму до 2 миллиардов евро в течение 1 года. Это сигнал инвесторам о том, что компания уверена в своих перспективах и готова укреплять финансовую стабильность. Несмотря на все это, все-таки компания сталкивается с вызовами на рынке Китая и Соединенных Штатов Америки. Продажи там снижаются, конкуренция усиливается, а расходы на оптимизацию и сокращение персонала остаются высокими.
Тем не менее, положительные сигналы – это рост продаж премиальных моделей и программа выкупа акций могут укрепить доверие инвесторов и заложить основу для будущего роста компании. Но на этом неожиданные новости не заканчиваются. Кто бы мог подумать, но в Германии наблюдается заметное снижение цен на электричество, и главную роль в этом играет солнечная энергия. По подсчетам экспертов, без вклада солнечной генерации средняя биржевая цена на ток была бы выше примерно на 15%. Поэтому солнечные установки благодаря чрезвычайно низким переменным издержкам сейчас становятся ценовым буфером для всей системы. В часы яркого солнца выработка может превышать даже внутренний спрос, что снижает цены на минимальный уровень. Так, в мае спотовые цены на электричество опускались вообще до отрицательных значений. В некоторых часах оплата за потребление оказывалась ниже нуля. То есть поставщики фактически заплатили за избыточную генерацию. Согласно исследованию, отсутствие солнечных мощностей повысило бы среднюю стоимость электричества для домохозяйств и предприятий на миллиарды евро в год. Однако ситуация осложняется. Министр экономики Германии Катарина Райхе, Христианско-демократический союз, предлагает прекратить субсидии на установку новых небольших солнечных систем, аргументируя тем, что они уже выгодны сами по себе без господдержки. Сторонники возобновляемых источников предупреждают, резкое сокращение финансирования может затормозить развитие солнечной энергетики и ослабить ее ценовое влияние. Они настаивают на стабильной законодательной базе, чтобы сохранить эффект снижения стоимости электроэнергии на долгосрочной основе. И это только начало. После громкого ограбления в Лувре полиция Парижа, внимание, подтвердила, система безопасности музея имела технические недостатки. Двое задержанных, это мужчины 34 и 39 лет, сообщили о своем участии в инциденте. По версии прокурора Лаурбека, оба мужчины уже известны правоохранительным органам за серьезные кражи и сейчас помещены под стражу. Оба пока не признали полный объем своей вины. Сообщается о пропаже драгоценностей общей оценочной стоимостью 88 миллионов евро. Среди них, я уже говорил, диадемы, ожерелья и броши из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Пока ни один из украденных экспонатов не найден. Полиция выяснила, злоумышленники использовали грузовой подъемник, чтобы попасть на балкон второго этажа Лувра, а затем через окно проникли внутрь. Устройства безопасности, сигнализация и камеры в отдельных зонах либо не работали, либо было их недостаточно. Министерство культуры Франции и руководство Лувра отметили, системы охраны функционировали, но не охватывали все секции музея. При этом музейные работники службы безопасности реагировали на взлом, пытаясь помешать злоумышленникам. Следователи рассматривают версию, что к ограблению могут быть причастны не только эти исполнители, но и организаторы, то есть более широкая сеть, о которой уже говорили в средствах массовой информации. Министр внутренних дел Лорен Нюненс поручил проверку безопасности всех музеев Франции, а генеральный директор Лувра Лоренс Декар признала перед Сенатом, управление музея не ожидало, что злоумышленники найдут такие уязвимости. Этот инцидент вызывает обсуждение уровня защиты культурного наследия и показывает, что даже известным музеям важно совершенствовать свои системы безопасности. А дальше еще интереснее. В немецком районе Бад-Дюркхайм в земле Рейнфальц Совет округа отклонил предложение, внимание, выдвинутая партией «Альтернатива для Германии» АДГ, превратить Дональда Трампа в почетного гражданина района. Идея присвоить Трампу статус почетный гражданин была обоснована родственными корнями. Его предки происходят из деревни Кальштадт в этом же регионе. Кроме того, сторонники проекта утверждали, что Трамп содействовал разрешению конфликта на Ближнем Востоке и освобождению заложников. Однако депутаты района, включая главу Совета Ханса Ульриха и Ленфельда из Христианско-демократического союза, отметил, цитата, «Трамп не имеет прямых заслуг перед районом, отсутствует устойчивая связь с местным сообществом и пока не отмечен вкладом в развитие округа, что обычно требуется для таких почестей». Мэр Кальштадта Томас Яворик также публично выступил против инициативы «Альтернативы для Германии», подчеркнув, цитата, «Мы не допустим вмешательства извне в управление нашей общиной». Такой шаг «Альтернатива для Германии» стал предметом активных обсуждений. На сессии районного совета предстояло тщательно взвесить, соответствует ли подобная почетная титулатура обычаям и принципам общественной службы.
Решение об отказе окончательно закрепляет: Дональд Трамп не будет отмечен званием почетного гражданина Бандюрхайма, и пока ни один человек не получал такого почета в этом округе. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.